Здравствуйте, дорогие друзья! С вами рубрика «Сказочный мир». И сегодня мы прочитаем с вами испанскую народную сказку «Кто стучит?». Было так. На краю леса, у самой дороги, стояла убогая хижина, сложенная из дикого камня. В этой маленькой хижине жила одинокая женщина. Она была очень стара и очень бедна, и для того, чтобы прокормиться, собирала хворост, вязала его в вязанки и продавала людям, которые жили далеко от леса. Не было у нее ни детей, ни внуков, не было никого, кто мог бы защитить старушку. А лес-то велик, мало ли что может случиться, мало ли кто придет среди темной ночи. Поэтому уже с вечера, пораньше, запирала она крепко-накрепко и дверь, и окошки. Однажды ночью разразилась гроза. Старый домишко дрожал от раскатов грома. Проливной дождь барабанил по ветхой кровле, а старушка грелась у очага, прислушиваясь к шуму непогоды. Вдруг слышит, кто-то стучится в дверь. Женщина вздрогнула. Кому быть в такую пору? Тем временем опять постучали. Да так сильно, что у старушки затряслись от страха колени. Она подбежала к двери и спросила, кто стучит? Из-за двери раздался громкий мужской голос. «Отоприте! Я устал, продрог и промок до рубашки». «Но кто вы такой?» «Хосе», — назвал свое имя путник. Но старушка была глуховата и за шумом непогоды не могла расслышать, что ответили ей из-за двери. Старушка переспросила, «Как вас зовут?» Тогда путник, решив, что хотят услышать его полное имя, крикнул как можно громче: «Хосе Мария Андрес Флорес Фернандес де ла Фронтера!» Конечно, и вы, друзья, удивились бы, услышав такое длинное имя, но в Испании нередко дают человеку не одно, а три имени, причем даже у мужчины второе имя может быть женским. А знатные господа к трем именам прибавляют еще две фамилии. Фамилию матери и фамилию отца. Путник же был знатным дворянином и к этим двум фамилиям прибавил еще название своего родового замка. Правда, так называют себя только горожане. Старушка же, живя постоянно в лесу, уже давно таких длинных имен не слыхала. Итак, путник крикнул: «Хосе, Мария, Андрес, Флорес, Фернандес, де ла Фронтера!» Услышав сразу столько имен, старуха насмерть перепугалась. А тут еще грянул гром, и ей показалось, что целый полк ломится в дверь ее убогой хижины. Она закричала в ответ: нет, моя хижина слишком мала, чтобы впустить столько народу. У меня только два стула. Посажу Хосе и Марию. А куда же сядет Андрес? Посажу Андреса и Хосе, будет в обиде де ла Фронтера, а Фернандес и Флорес, наверное, дручуны и забияки, затеют в хижине потасовку. Куда я денусь, старуха? А ну, ступайте своей дорогой. И сколько не стучал путник, не открыла дверей. Пришлось знатному дворянину всю ночь плестись под дождем по грязной дороге. Вот такая замечательная
история.